Всем привет! Сегодня почитаем учебник географии второй половины XIX века. Название видите на экране, дата издания 1887 год. Мне как-то писали подписчики, что санскрит очень близок к литовскому. Давайте узнаем, почему, для чего почитаем раздел «Население Прибалтийского края». Слушаем внимательно. Латыши свято соблюдают старинные обычаи, из которых многие похожи на русские. Латыши говорят на своем особом языке, в котором много слов древнеславянских. Следующий раздел. Население Привислянского края. Подразделы – поляки, малорусы. Территориально это между реками Вислой и Западным Бугом. Далее я читаю, а вы слушайте внимательно. Немцы поселились в Привислинском крае со времен татарского нашествия и были приглашены польскими панами, чтобы заселить свободные земли. В этом фрагменте странно все. Тут почему-то татарское нашествие и переселение немцев описывается в один исторический промежуток. Татары — это язычники, буду повторять в каждом ролике. Куликовская битва описывает татар и их предводителя Мамая, который молился Перуну, Макоши и другим языческим богам. Фрагмент далее не добавляет ясности. В последнее столетие немцы стали переселяться сюда в большом количестве, чтобы заниматься фабрично-заводской деятельностью. В настоящее время значительное число фабрик и заводов в Привислинском крае принадлежит немцам. Даже рабочие на этих фабриках немцы, так что немцев здесь больше, чем в Прибалтийском крае. Причем большинство немцев прусские подданные. История России знает один период, когда на территорию Малороссии, Крыма и Поволжья переселялись немцы. Это вторая половина XVIII века, период правления Екатерины II. Обратите внимание на фразу «заселить свободные земли». В Малороссии, как мы знаем, благоприятный климат и чернозем, и опустеть данные земли могут только вследствие какого-то катастрофичного события. Второй период опустевших земель Малороссии описывается в поэме Гоголя «Мертвые души». Именно в Херсонскую область планировал выселить несуществующих крестьян-чичиков. В 1835 году идеей романа с Гоголем поделился Пушкин. А Пушкин был далеко не простой. Пустующие земли Малороссии при Екатерине II, пустующие земли в 1830-е годы, пустующие земли после нашествия татар, описанное в этом учебнике, это одно и то же событие или разные события, как вы думаете? Также обратите внимание, каждый раз эти земли заселяют. В учебнике истории XIX века нашествие татар описывается так. Теперь, кроме войска, двигались страшными массами женщины, дети, старцы. Это новое нашествие было великим переселением народов. Великий — это означало раньше «северный», то есть переселение народов с севера. Из данного описания мы делаем предположение, что это была не армия, а беженцы. Официально нашествие татар было в 1237 году, и официально татаро-монголы сожгли город Рязань в 1237 году. Официально город больше не восстановился. Рядом образовалось село с названием Старая Рязань. Составители карты 1745 года не знали, что много веков назад хан Батый сжег Рязань и обозначил город Рязань как действующий. Кстати, слова «пан» и «хан» не из одного извода. Что думаете? По численности город Старая Рязань в середине XVIII века равен городу Пронск. Проследим хронологию дальше. В конце XVIII века город Старая Рязань пропадает с карт. Также весь XIX век в интересующем месте мы видим село Старая Рязань. В 1778 году Екатерина II переименовывает город Переславль-Рязанский в Рязань. Напомню, город официально был сожжен 5 веков назад, и непонятно, зачем Екатерина об этом вспоминает и решает переименовать город. Также есть вот такая карта. Дата на ней стоит 1706 год, но предположу, что реальная датировка где-то 1775-1778 год. Город Рязань отмечен как руины. Город Пронск на месте, как и Переславль-Рязанский. Разница в датах связана с тем, что в разных странах было разное летоисчисление. Я думаю, все вышеперечисленное говорит нам о том, что нашествие татар, а точнее великое переселение народов, неких язычников, а также сожжение Рязани было во времена правления Екатерины II. Читаем учебник далее. Живут якуты в юртах, которые разделяются на зимние и летние.
Зимние юрты строятся из дерева и обмазываются глиной, смешанной с навозом. В окна вставляются ледяные пластинки, а среди юрты устраивается очаг. Летние юрты устраиваются из бересты. Юрта из бересты. Вот тут я просто впал в ступор. В наши дни из бересты можно с трудом сделать шкатулку или, в лучшем случае, корзинку. А в XIX веке из бересты можно было сделать целую юрту. Это же какое дерево должно быть? Береза в нижней самой толстой части обычно черная, и бересту там не содрать. Надо сдирать выше, но там дерево обычно разделяется на несколько крупных веток. Давайте вместе посчитаем, какая должна быть толщина ветки дерева. Не забывайте, что я жертва ЕГЭ, и мне нужна помощь не жертвы ЕГЭ. Все вы, наверное, помните, как археологи раскапывают берестяные грамоты размером со спичечный коробок. Сколько сразу счастья, чуть ли не сенсация. Но оказывается, на бересте XIX века можно было спокойно записать «Войну и мир». Почему таких больших берестяных грамот не находят? Далее давайте поговорим о притеснении практически во всех странах и республиках, отколовшихся от Российской империи и СССР, запели одинаковую песню о том, что якобы злые московиты кого-то там захватили и притесняли. Давайте узнаем, кто же на самом деле захватил и притеснял эти несчастные народы. Эсты принадлежат к финскому племени. Пища эстов самая скудная. Обыкновенно она состоит из хлеба с мекиной и отрубями, копченой или сушеной рыбы, картофеля и капусты. Эсты живут в деревянных домах, внутренность жилья закопченная, так как все избы курные. Большинство эстов – лютеране, небольшая часть православная. Немало сохранилось у эстов обычаев и обрядов древнефинских и языческих. Немцы составляют в Прибалтийском крае преимущественно высшее сословие и в качестве помещиков владеют большим количеством земли. Хотя они освободили своих крестьян, латышей и эстов, от крепостной зависимости ранее манифеста 19 февраля 1861 года в 1816-1819 годах, но не наделили их землею. Следующий раздел – население Западного края. Пища белорусов очень скудная. Она состоит из хлеба с отрубями, картофеля и других овощей. Избы большей частью курные, крытые соломой или болотным камышом. Внутренность жилья бедная, пол земляной, окна маленькие. Бедность — это есть следствие сильного гнета, который вытерпели белорусы от своих помещиков, польских панов. Ремесел никаких белорусы не знают, так как налоги и поборы в прежнее время за всякое занятие убили в них охоту к изучению ремесел. В настоящее время, после освобождения от крепостной зависимости, белорусы стали оправляться. Они улучшают свое хозяйство и становятся зажиточнее. Литовцы родственны по происхождению славянам и сходны с ними по наружности, обычаям и первоначальным верованиям. В Финляндии ситуация была схожа с эстами, только там всем владели шведы, а финны были крестьянами. Насчет бедности, вот фотографии конца XIX века. Тут у нас и соломенные крыши, и все деревянное, и босые дети ходят по грязи, и лапти. Как думаете, в какой стране сделаны фотографии? Ответ будет в самом конце видео. Далее население степного края. Болгары и сербы выселились из Турции и живут колониями, разбросанными среди русского населения. Все они в настоящее время значительно обрусели, особенно сербы, и слились с местным населением. Мой комментарий. Об этом явлении, выселении сербов и болгар из Турции в степной край, слышу впервые. А вы слышали? Движения молдаван и валахов вялы, походка медленная, тяжелая. Долгая турецкая неволя сделала молдаван беспечными. С притеснением давайте закончим. Думаю, выводы сделает каждый самостоятельно. Далее буду зачитывать интересные фрагменты. Уральские казаки очень религиозны. Все они исповедуют православную веру, но значительная часть из них принадлежит к числу старообрядцев и раскольников. Цыгане неизвестного происхождения. Некоторые ученые считают их выходцами из Индии. Главное занятие цыган – торговля лошадьми и кузнечное ремесло. Про кузнечное ремесло цыган тоже слышу впервые. В учебнике, я думаю, еще найдется что-то интересное. Что найду, выложу в Телеграм. Ответ на вопрос, в какой стране были сделаны фотографии – Голландия.
А на этом все. Пишите, что думаете об этом. До новых встреч. Пока.